Всем героям большой-большой привет! С вами на связи Импреза, и сегодня у нас с вами будет обзор на героя Геомант. Запустили его в рулетке, можно его там выбить. Пробуйте, может быть, у кого-то получится, надеюсь, вам обязательно повезет. И в свое время я его выбил в шахте. Ролик можно посмотреть, ролик уже старенький на самом деле, поэтому можно посмотреть, как копать правильно шахту, как это все делается, там, как правильно выбирать, там, куда смотреть, куда копать, откуда лучше забирать, сверху, снизу, вот эти вот полезные ресурсы и так далее. То есть, кому интересно, посмотрите, все это есть в разделе руководства. Так, ну и непосредственно Геомант. Что же интересного в нем, что в нем полезного? И отвечу, наверное, на самый главный вопрос, почему я его не люблю от слова совсем и считаю для себя одним из худших героев в игре, и почему в тир-листе он тоже где-то там вот внизу находится. Давайте смотреть и разбираться. Здесь у нас добавляется регенерация и скорость передвижения. В целом ничего такого необычного здесь нет, то есть все достаточно стандартно, никаких там повышенных уронов по замедленным, оглушенным или еще что-нибудь подобное. То есть здесь все достаточно банально и просто. Здесь урон физические повреждения, плюс 1 снаряд добавляется. И вот по глобалкам. 50 очков к здоровью добавляется, но в каждом из роликов, в каждом из обзоров я постоянно говорю, что 50 очков здоровья это просто капля в море. Да, это действительно так и есть, но если на это все посмотреть с другой стороны, то там 50, там 100, там 50, там еще 100, и вот так вот чуть по чуть мы с вами везде и всюду это наше с вами драгоценное здоровье собираем. Может быть, это, конечно же, и неплохо на самом деле. То есть это все в любом случае нам с вами будет нужно и необходимо. Но согласитесь, это неприятно, когда хочется посмотреть на цифры, когда мощность растет, когда растет урон. Урон это немаловажно, это одно из самых главных составляющих в игре. И как раз таки здоровье это тот показатель, который нам вот ну просто вот в каких-то моментах он бывает не нужен. Поэтому как есть, так есть, оставляем его в покое, идем дальше. 2,5% дает нам область эффектов на 70 уровне. Ну что ж, здесь, конечно же, за это огромное спасибо. Всегда прошу вас отнестись к тому, что вот вы, допустим, открываете глобальное усиление на длительность эффектов, например, либо открываете на область, либо на перезарядку там или еще что-нибудь другое. Просто вот отнеситесь к этому моменту так, что как будто бы вы на постоянной основе добавляете себе камень на тот или иной показатель, который вам дает глобальное усиление. То есть здесь у нас 2,5%, камушек всегда с нами будет в экипировке находиться независимо от сета. Все, мы его прокачали, мы его открыли, мы его за собой закрепили, и он остается с нами. Это, конечно, хорошо. На 90 уровне все герои у нас из хранителей природы, подчеркиваю, то есть это фракционная глобалка, получают еще 100 очков к здоровью. И вот как его можно за это любить? Как его можно вообще за это в какой-то вот порядок ставить наравне с кем-то из хороших героев? Я, честно говоря, не понимаю. Ни разу не встречал игрока, который бы нахваливал Геоманта, которому бы он нравился. Где-то кто-то когда-то давным-давно говорил, что он на самом деле неплохой, что можно там где-то там в конце игры за него поиграть, но до сих пор я придерживаюсь того мнения, что ничего полезного, ничего интересного в нем абсолютно нет, и навряд ли мое мнение в этом плане поменяется. На 120 уровне у нас добавляется 12,5% к урону. Здесь все стандартно. Урон это вот наше все. За это, конечно же, ему еще раз огромное спасибо.
140 уровень добавляет нам 3 физических снаряда. И в целом-то и все. Что тут еще можно сказать? Кузница у нас закрыта, обновление скоро нам обещают. Мы его с нетерпением ждем. Обязательно оно рано или поздно у нас появится. Я так предполагаю. И давайте смотреть, что у нас здесь интересного по скиллам. Значит, вокруг него крутятся щиты, которые защищают. Каждый активный каменный щит уменьшает входящий урон на 25%. Враги, которые поражены каменным щитом, получают 480% урона. Каменный щит обновляется в начале волны и разрушается после того, как игрок получит 6 ударов. Ну и соответственно, если мы с вами находимся где-то в суперсложном режиме, например, такой как башня драконов, то там, естественно, его вынесут просто в первые секунды. То есть он там не простоит, потому что мобы идут непрерывно, их нужно обязательно контролировать. У Геоманта нету каких-либо статус-эффектов на контроль. Соответственно, играть только палками. Пока эти палки будем собирать, нас уже отправят куда подальше. Поэтому в этом плане Геомант, он отпадает вообще во всех смыслах. Главы, да, главы вы пройдете. Обычные, сложные. А вот в остальных режимах будет очень тяжело. И тяжело будет настолько, что я думаю, после того, как вы его откроете, вам покажется тоже, так же как и мне, герой одним из худших. Дальше. Камнепад. Каждая атака имеет шанс в 20% вызвать камнепад на случайного противника, который нанесет 70% урона. Но пораженные враги оглушаются у нас на половину секунды. Что такое половина секунды? Вы просто представьте, насколько это ничтожно мало. Насколько это ничтожно мало. Кому как удобно. То есть половина секунды. Это, не знаю, это просто вот даже не раз и все, а это вот раз и теперь уже все. Нужно понимать, что за этот короткий промежуток времени вероятность того, что вы нанесете какой-то дополнительный урон в момент оглушения моба, она крайне мала. И вероятность того, что вы кого-то оглушите, вообще, чтобы вот эти вот звездочки над мобом, они летали, она тоже очень и очень мала. И, соответственно, из-за этого отчасти мне Геомант также не нравится. Я не знаю, как вам. Может быть, он вам и заходит где-то в каких-то там моментах игры. Может быть, потом с открытием кузницы, когда она появится, если мы доберемся с вами в игре до этого дня, и разработчики нам позволят этот прекрасный момент увидеть, может быть, он и заиграет. Но пока он у нас просто вот самый такой герой, который он нужен. Да, он нужен, это несомненно. Он нужен для того, чтобы чуть-чуть повысить урон. Он нужен для того, чтобы повысить область и прибавить здоровье. Да, для этого он нужен. То есть он у нас почетный донор, как и большинство других. То есть он увеличивает то, но играть за него невозможно. Это если кратко. Ульта у него на постоянной основе. Ударные волны базовой атаки оставляют, после себя толчки, которые замедляют врагов и наносят 50% урона каждые половину секунды. Ну, тут, конечно, неправильно я в самом начале сказал, потому что уже подзабыл немножко. Я сказал, что у него нет вот этих вот контролирующих статус-эффектов. Ну, как видим, они есть. Есть и замедление, есть оглушение. Но опять же, если мы с вами в это все вот немножко вот так вот нырнем чуть-чуть поглубже и будем во всем этом разбираться, мы с вами поймем, что по факту это все оно не ощущается. Мы сейчас с вами пойдем в подземелье, будем смотреть, как это все выглядит там. И мы с вами увидим, что
ну, не работает это все. Оно все настолько быстро появляется и быстро исчезает, что мы даже не успеваем это с вами заметить. Прежде чем пойдем, приглашаю всех в группу. Заходите, участники есть, чат есть полезные таблички. Много всего интересного можно здесь найти. Есть тир-лист. Можно в вопросах поучаствовать. И ваши оставленные голоса в этих опросах, они влияют на тир-лист. Скоро будет обновление тир-листа. Выйдет уже тир-лист за август, в котором будут герои из пиратской вот этой вот коллекции. Да и в целом-то и многие другие герои тоже там кто-то появится, кто-то поменяет свою позицию, поэтому заходите, всех жду, вход свободный. Группу можно найти, ссылка внизу в комментарии, либо там внизу, либо она наверху находится где-то в описании, либо если не получается, просто введите название в поиске, и все у вас получится. Также есть сборки билды, есть кузница героев, расстановка лево-право, куда поставить лучше и почему. И много всего полезного и интересного. И, кстати, если вы вдруг где-то застряли, у вас не получается что-либо пройти, вы можете обратиться ко мне, напишите мне в личку, мы с вами там договоримся, я попробую сделать это за вас. Так, ну что, пойдем в подземелье, посмотрим, что там у нас интересного получится. Кстати, забыл посмотреть. В подземелье в прошлый раз Геомант у меня набрал... Сколько? Не вижу. Так, высоко так он не может быть. Где-то, скорее всего... ну вот он, 4,7. Ну, это же о чем-то говорит. Я понимаю, что прокачки у него нет, скиллы у него 1.1.1. Все по первому уровню. Но эльф Санты, видите, 3 звезды. 21,7. Вот, кстати, многие про него говорят, что у него урона очень много, что вот он такой вот хороший и балдежный. Но опять же, у него также 3 звезды. Открыт он у меня недавно, и все скиллы первого уровня. Ну вот о чем-то же это говорит? Конечно же говорит. Так, идем, смотрим. Сколько сейчас Геомант выдаст. 120 уровень у него есть. Так. Хотелось бы, конечно же, взять рассвет, но не будет видно то, как себя поведет Геомант. Давайте возьмем фонарь, пусть он будет. Давайте возьмем клык для статус-эффекта. Давайте возьмем дротики. Обновим. Урон обязательно прибавим. Удвоение тоже увеличит урон. Так, перезарядка еще нужна. И область обязательно. Ну, можно, да, можно скорость взять. Разницы здесь, я думаю, что пока что на моих уровнях ее просто нет. Так, перезарядка выпадает. Вот у нас вращаются вот эти вот 3 камня. Здесь обновим. Давайте шарик возьмем. И в ближайшее время камней этих уже, к сожалению, не будет. Вот уже один остался. Один ушел, 2 осталось. Так, удвоение ставим. Ну, в общем-то, скилл теряет свою актуальность. И это, конечно же, расстраивает и очень сильно. Сейчас постараемся основное оружие сделать на максимум, потому что все ячейки у нас уже забиты. Вот у нас 4 уровень выпадает. Ну, конечно же, доля прекрасного в нем все равно есть. Не знаю, видно вам или не видно, но вот эти вот огненные дорожки, они, конечно же, по-своему хороши. Но опять же, все это не несет какой-либо пользы. Кстати, ульту нам предлагает игра взять. И она, кстати, запустится там на 3-4 секунды, но все это просто визуализация. То есть ничего, никакого толка здесь в этом не будет. В общем, что могу сказать? Ну, тяжеловато за него играть. Даже если вы будете проходить главы, там, обычные, сложные, вам будет тяжело, скорее всего. Потому что
он требует прокачки, он заиграет в какой-то момент где-то там на высоко прокачанных аккаунтах. У меня он не играет. Вот сейчас мы с вами смотрим, он просто вот, ну, отказывается. То есть тут другие герои спокойно стоят, большинство на таких режимах, на таких уровнях точнее, и проблем никаких не испытывают. Этот же с самого начала его тут заколебали, со всех сторон к нему подошли, и он посыпался прям моментально. Щиты отлетели, оглушение, разве оно чувствуется? Нет, оно не чувствуется. Замедление есть, ну, скорее всего, фонарик это замедление дает. Не геомант. Может быть и геомант дает, может быть от этого урона растет, но ему от этого урона абсолютно вот, ну, не горячо, не холодно. То есть вот вы видите, какая тактика? Мы просто с вами убегаем и все. Лишь бы нас только не догнали. Слабенький, очень тяжело за него играть. Ну и подведу итог. Да, он нужен, он в любом случае нужен. Глобальное усиление нужно обязательно открывать. Все. Больше нам он ничем не поможет. 2 секундочки остается. Ну, и понятное дело, что сейчас урон будет немножко другой из-за того, что уровень глава уже немножко выше. Ну, моя ставка где-то 6,3. Набил не больше, может быть даже меньше. Давайте смотреть. 8,6. 8,6. Сейчас я поменяю. Сейчас я поменяю все это, перепишу. Ну, подкачался. Значит, подкачался, значит, уровень, видите, растет. Соответственно, количество хп у мобов растет. И вот такие результаты он показал. Старайтесь, открывайте. Надеюсь, у вас получится его открыть. Если не получится открыть, не переживайте. Его раздают достаточно часто. Если вы нацелены на то, чтобы играть в долгую, рано или поздно он вам где-то попадется. Где-то этот негодяй вам попадется. Поэтому открыть его не проблема. В любом ивенте, в любом событии, в основном он там выпадает в шахтах, в кубах я его не видел. По-моему, да, по-моему, в шахтах только он и выпадает. Но я думаю, что вы дождетесь. Рано или поздно он откроется. Он почти у всех есть. Вот такой вот обзорчик, ремастер получился. Заходите, пишите, ищите, вступайте, подписывайтесь, там комментируйте, делитесь своими впечатлениями. Также вас еще, кстати, попрошу написать по поводу звука. Как вам вообще звук? Хорошо ли меня слышно? Есть ли эхо? Есть ли какие-то шумы, помехи и так далее? Потому что сегодня ребята в группе сказали, что ну плоховато с качеством, что можно сделать лучше. Вот интересно узнать по этому поводу ваше мнение. Буду рад услышать все ваши комментарии, увидеть и услышать. Все, до новых встреч. С вами был Импреза. Всем пока-пока.